And I'm not going to speak long. Я не буду говорить долго. One of the reasons is that if you speak too long, then the message is not going to be too effective. И одна из причин этого, что если вы долго говорите, то слово не будет эффективным. But I think these are really important points. Но я думаю, что это действительно очень важные пункты. And my dream is that God would take these points and do a deep work through them. И мое желание есть такое, что чтобы Господь взял эти пункты и сделал так, чтобы мы могли применить. But because that's not in our power, we have better pray. И нам помолиться об этом нужно. Lord, we ask you just to speak to us. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты поговорил с нами. And use this to do your work in our lives. И используй это для того, чтобы сделать Твою работу в наших жизнях. Amen. Аминь. Okay, the first point is Первый пункт. that our attitude is more important than the situation we are in or what we do in that situation. Наши отношения намного больше и важнее, чем та ситуация, в которой мы находимся или делаем в этой ситуации. Why is that? Почему? First of all, Во-первых, as God evaluates our lives, по мере того, как Бог оценивает наши жизни, if I understand the New Testament right, если я понимаю Новый Завет правильно, God is very much interested in what attitude we do with what we do. Бог очень сильно заинтересован в том, какое у нас отношение во всем. We have a pure heart and we want to serve God. У нас чистое сердце, и мы хотим служить Богу. But while we serve God, Но когда мы служим Богу, we just make a mistake. то мы делаем ошибку. Then God looks at our heart И Бог смотрит на наше сердце. and He says, it's okay. И Он говорит, все в порядке. But if we do the right thing, Но если мы делаем правильную вещь, but we just have a rotten attitude, но у нас неправильное отношение, and actually we do better than what we wanted to do, и we do better than what we wanted to do, мы даже делаем лучше, чем мы хотели сделать, God looks at our hearts. Бог смотрит на наши сердца. But also in natural sense, Но также в естественном смысле, many times we can feel we are victims. очень часто мы чувствуем, что мы жертвы. And that's true for all of us. И это относится ко всем нам. We are. Да, так и есть. But more important is what we do with it. Но намного важнее то, что мы с этим делаем. Our attitude determines most of the time more in our lives than the situations we're in or what we are victim of. Наши отношения намного больше определяют нашу жизнь, чем та ситуация, в которой мы находимся, или же жертвой чего мы становимся. Okay, the second point Второе, is that we can never require anyone to trust us. что мы никогда не можем требовать, чтобы кто-либо доверял нам. Now, how is this related to the first point? А каким образом это соотносится с первым пунктом? I hope you'll find out. Я думаю, что вы разберетесь. God doesn't require us to trust Him. Бог не требует, чтобы мы Ему доверяли. If God won't do it, how can we do it? Если Бог так не делает, значит, как мы можем это сделать? What did God do to win our trust? Что сделал Бог для того, чтобы заслужить наше доверие? The cross. Крест. We can only try to be worthy of trust. И мы можем только лишь попытаться быть достойными доверия. That's what God did with us. Это именно то, что Бог сделал с нами. He was worthy of our trust and He expressed that. И Он был достоин нашего доверия, и Он выразил это. But do you know how trust works? Но вы знаете, каким образом доверие действует? This is the same way with our human relation, just as it is with our relation with God. Точно так же, как и в наших взаимоотношениях человеческих, как и в наших отношениях с Богом. We have interaction,
у нас есть взаимодействие, and every interaction either increases or decreases trust. и всякое взаимодействие, оно или увеличивает, или уменьшает доверие. If we have a lot of trust, Если у нас есть много доверия, then small problems won't matter. то тогда в этом случае маленькие проблемы не будут играть роли. But if there's very little trust, Но если имеется мало доверия, then something so insignificant or relatively irrelevant can destroy the whole relationship. то тогда нечто совершенно незначительное может разрушить взаимоотношения. When trust is over, Когда доверие прекращено, it may not even matter if it was a big thing or a small thing that broke the trust. тогда вообще и не имеет значения, было ли это большим обстоятельством или малым, что разрушило доверие. So this leads us directly to the third point. И это ведет нас к третьему пункту. When there is little trust, Когда имеется мало доверия, it's extremely important what we do. то очень важно, что же мы будем делать. So I have a few thoughts on that. И у меня здесь несколько мыслей по этому поводу. The way we look at people in general То, как мы смотрим вообще на людей, tells a whole lot about ourselves. очень о многом говорит, кто мы такие. There are the naive people. Есть, There are naive имеются наивные люди, who tend to believe everything, которые могут поверить во все, что угодно, and they are hurt. и они потом болезненно относятся к этому, Because they believe the wrong things. потому что они поверили неправильному. Then there's the suspicious one Есть другая категория, подозрительные, who won't trust, которые не будут доверять. and they are hurt too. И также у них будет боль. Why? Почему? Because every time someone is worthy of trust and we don't trust them, Потому что всегда имеется человек, который достоин доверия, но мы ему не доверяем. then we deprive ourselves of the blessing that person would be. В этом случае мы исключили себя из благословений, которые могли бы получить от этого человека. Аминь. So there are these two extremes, to be naive or to be suspicious. Итак, имеется две экстремальные ситуации. Одна быть наивным, а другая быть подозрительным. But we should actually learn to be wise. Но нам нужно в действительности быть очень мудрыми. We can trust God Мы можем доверять Богу completely, полностью, but often we don't. но часто мы этого не делаем. We're too suspicious, Мы слишком подозрительны. but we may trust the wrong person, Но вместо этого мы можем доверять неправильному человеку. or some thought or ideology which is contradictory to the Word of God. Или же какой-либо мысли, или теологической выкладки, которая не соответствует Слову Божьему. But what do we do when we have little trust? Что же мы делаем, когда у нас мало доверия? It's extremely important that we live before God. Очень важно, чтобы мы жили перед Богом. Not reacting at people, but living before God. Не реагировали, не были реакционны по отношению к людям, но жили бы перед Богом. If we have mutual trust, mutual, Еще, когда у нас имеется взаимное доверие, only then can the relationship be maximally fruitful. только лишь в этом случае взаимоотношения могут быть максимально полезными. A relationship can never bless us beyond our mutual trust. Взаимоотношения никогда не могут благословить нас за пределами взаимного доверия. That's the upper limit. Это верхний лимит. And that's also with our relationship with God. И это также касается и относится к нашим взаимоотношениям с Богом. We can't experience God's blessing beyond what we trust Him. Мы не можем
наслаждаться или же обнаружить божественные благословения за пределами на уровня доверия к Нему. Okay, that's the fourth point. Теперь четвертый пункт. An attitude is contagious. Отношение или же настроение, оно заразительно. Unbelief Неверие is an attitude. – это отношение. It's totally different from doubt. И оно совершенно отличается от сомнения. Unbelief Неверие seeks to justify why you don't believe. Пытается оправдать вас, почему вы не верите. That's why unbelief towards God is so dangerous. Поэтому неверие в Бога является очень опасным To the person who has that attitude. для человека, который имеет такое отношение. In Psalm 73, Псалом 72 there's an interesting verse. есть очень интересный стих. The psalm is not about this thing, but there's just this one gem in the middle of it just speaking about this particular thing. Сам весь псалом не посвящен этому, но вот этот стих, он говорит об очень интересной части. Verse 14. Это 14 стих. «И подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро, но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих». And actually verse 13 is also good for the context. И также, чтобы мы поняли хорошо, то 13 стих давайте прочтем. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» He was struggling in his relationship with God. Этот человек сражался и боролся в этих взаимоотношениях с Богом. But then he realized Но затем он понял, that he could actually express the contagious attitude of unbelief while he was struggling. но затем он понял, что он может, в общем-то, и передать это отношение неверия через вот это борение внутри себя. And the point is not that you can't get counsel and help from your friends if you need it. That is not the point. Но не в этом суть. That you can't turn to your friends to get counsel and help. You can do that. The point is not that you cannot do it. И вы можете так сделать. Суть не в том, что вы не можете это сделать. But the point is this. Но суть вот в чем. Be careful about the attitude you express. Будьте очень внимательны по отношению того, в отношении того, что вы выражаете. Because attitudes are so important. Потому что это отношение выраженное очень важно. Be careful about trying to justify your unbelief. Будьте очень внимательными в попытках оправдать ваше неверие. Or why you don't trust. Или же почему вы не доверяете. Now, what do you do when you find people expressing a bad attitude or unbelief or something that's just not a godly attitude? Что же теперь вы делаете, когда кто-то выражает свое недоверие, неверие или же что-то такое, или же неправильное отношение? Okay, now we're talking about dealing with attitudes. Итак, мы с вами говорим об отношениях. How we experience someone's attitude is a subjective thing. Как мы понимаем, что наше отношение является субъективным? So don't go there with a spiritual act just to chop their head off. Не ходите везде с духовным топором, чтобы отсекать голову. But be gentle. Но будьте нежными. But at the same time, it's important to address the issue somehow. Но в то же самое время необходимо каким-то образом разобраться с возникшим вопросом. Because attitudes are contagious. Потому что отношения, они заразительны. So you can just ask, like, I kind of feel you have this attitude, and like, is that true? Вы можете спросить таким образом, у меня такое ощущение, что у вас есть вот такое отношение. На самом деле так или нет? And can I maybe help you and maybe explain why it's not a good attitude? И, может быть, я вам могу помочь и объяснить, почему это неправильно. In Hebrews 12,
Послание к евреям в 12 главе, and verse 15. 15 стихе. Make sure that no one is not deprived of the grace of God. Or just read the whole verse. I'm sorry. Итак, прочтем 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей». And just finish the whole verse. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Now finish with this thought. И я завершу этой мыслью, Good attitudes are also contagious. что хорошие отношения также заразительны. Praise God for that. Слава Господу за это. If you have a great attitude when you Yes. serve God, Если у вас имеется великолепное отношение, когда вы служите Господу, and if you express that attitude, и если вы выражаете его, and if you use that to express healthy trust within the body, и если вы используете это для того, чтобы выразить здравое доверие, находясь внутри тела Христова, it can produce an amazing cohesion in the church. то это может произвести удивительное единение и сплоченность в церкви. And it's so much fun to be where there's a great attitude. И это настолько здорово быть там, в том месте, где имеется такое хорошее отношение. But even more importantly, Но даже еще более важно, it is so important for our spiritual growth. это настолько важно для нас, для нашего духовного роста. Okay. Аминь.